Вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет! Сегодня, как вы поняли, у нас будет очередной обзор очередного инструмента с сайта AliExpress, а именно от бренда Heimerdinger. Итак, ко мне приехал вот такой вот аккумуляторный фен. Довольно классная вещица. Мне он сразу, я вам хочу сказать, что очень и очень понравился. То есть легкий, невесомый. Давайте я вам сейчас это продемонстрирую. Так, я надеюсь, видно. Ставим без аккумулятора. То есть всего лишь, грубо говоря, 500 грамм. И давайте с аккумулятором. Это у нас аккумулятор на 4 ампер-часа. У нас получается кило 100. Ну, допустим. Данный инструмент мне понравился и, как говорится, зашел. Очень все удобно делать. Мобильность прежде всего. То есть, если надо какие-то там, допустим, мы спаяли провода и натянуть термокембрик, соответственно, температурой обжать, пожалуйста. Что-то где-то подогреть там небольшое, пожалуйста. В зимний период у кого-то там какой-нибудь кран прихватило, пожалуйста, пришли без всяких проводов, без сети, отогрели, погрели. Ну, просто замечательный инструмент. В комплекте с инструментом идут вот такие вот две насадочки. Ну, для меня, допустим, они совершенно бесполезны, кому-то, видимо, будут сильно полезны. Насадки можно прикупить отдельно, их я на AliExpress видел большое количество и множество. Приехала вот такая, друзья, инструкция, сугубо на английском языке. В принципе, опять же, бесполезная макулатура. По сборке просто замечательно. Есть здесь какой-то у нас, не знаю, немножко разрыв. Я так подразумеваю, что может быть не дотянут винт, но это, как по мне, это даже минусом и не является. Опять же, все удобно, прорезиненные вот эти вот ручки. Ну, кто-то мне писал, что это пластик, а не резина. Друзья, как бы то ни было, это мягкая вещь. Может быть, это ТПУ пластик, то есть тот пластик, из которого печатаются и делаются, допустим, чехлы к мобильным телефонам. Может быть, но это ничего не меняет. Вещь крепкая, удобная. То есть годами уже проявила себя, допустим, в отношении того же гайковерта, которым я пользуюсь уже большое количество времени. И ничего тут не стирается, не рвется. Все просто замечательно и отлично. Так, сейчас у нас, давайте, будет маленький такой перерывчик. Я поставлю на паузу, и мы с вами, как всегда, разберем, посмотрим, что у нас там делается внутри. Значит, характеристики у нас вот такие. LB122. У них почему-то все идет под маркировкой LB. Значит, 288 532 градуса. У нас имеется переключатель. Высокий, низкий. Я подразумеваю так, что на низком у нас получается 288 градусов нагрев, а на высоком 532, только как они это высчитали, именно 288. Ну, блин, написали бы уже 300, там плюс-минус, понятно, что, ну, видимо, производителю это, конечно же, виднее. Так, все, ставлю на паузу, разбираем, смотрим, нечего тут затягивать этот видос. Так, раскрутил я винты, винтики у нас вот такого вот характера и, соответственно, под ключик Torx 10. Разбирал все вот таким вот ключиком. Так, ну что, давайте разберем, посмотрим, что да как внутри. Ну, принцип обыкновенного женского фена. Вот. Маленький коллекторный двигатель. Я бы сильно удивился, если бы здесь стоял движок бесщеточный. То есть движок нам нужен сугубо для вентилятора, чтобы вращением вентилятора направлять поток горячего воздуха. Итак, есть у нас просто кнопка включения-выключения с механизмом фиксации. Фиксации и, соответственно, блокировки. Позже я немножко все это дело продемонстрирую. Вот такой вот контроллер управления температурой. Здесь должен, по идее, стоять термодатчик. Так, давайте мы дальше все это дело разберем. Так, а здесь у нас винты под отвертку. Здесь у нас тоже есть какая-то платка, чтобы наш переключатель, вернее наш контроллер вот этот, видел, что и как, и куда мы с вами переключаем. Так, давайте все-таки раскрутим. Мы это дело снимем, посмотрим, что да как у нас устроено. Тут 4 винтика под крестовую отвертку.
Вот такие малыши. Много времени не займет эта разборка. Потом попозже посмотрю, может быть, я все это дело и вырежу, не знаю. Так, крайний винтик и пробуем снять. Да, здесь у нас установлена плата с нагревательным элементом. Так, это все давайте отдельно. Плату мы сможем вытянуть. Конечно. Вот. Находятся 4 спиральки. Все это дело обмотано слюдой. Находится на слюдяной основе. И есть у нас такой вот простенький датчик, я бы сказал, аварийный по отключению. То есть, так, и есть также у нас термопредохранитель. Значит, друзья, я думал, это у нас установлен термодатчик внутри. То есть, чтобы наш контроллер, видя температуру, как-то это все дело регулировал. Но нет. Здесь регулировка происходит, я так понимаю, уменьшением напряжения на подаче на спираль. А так он жарит сколько может. Жарит сколько может. Просто изменением напряжения. Для чего тогда здесь контроллер, я вообще понять не могу. Не вижу никакого смысла в этом контроллере. Так, все, посмотрели. Ну, платка у нас припаяна довольно неплохо, хотя, друзья, очень много несмытого флюса есть. Так, сейчас постараюсь показать. Давайте отверточкой. То есть вот аж куски какой-то канифоли желтой. На каждой пайке у нас, там где припаян провод, просто провод окружен желтой вот этой вот канифолью. Это же флюсом назвать это язык не поворачивается. Вот. Но все это дело работает, пускай себе, как говорится, работает. Так, все, наверное, больше тут никаких интересов у нас нет. Сейчас собираем и немножко попробуем что-нибудь подогреть. Так, народ, собрал я наш фен. И давайте я вот приготовил на кружке. Будем греть вот такую вот железяку. Взял железяку черную, конечно, это краска, скорее всего, она обгорит у нас. Но просто на серебре, если мы будем греть серебро, наш пирометр просто-напросто не возьмет и неправильно покажет данную температуру. Так, давайте покажу по органам управления. Есть у нас, значит, блокировка от случайного нажатия, что является несомненным плюсом. Для того, чтобы нам нажать, нам надо вот эту кнопку нажать пальцем большим, нажать курок и, если нужно, зафиксировать. Все, у нас фен остается в рабочем положении. Мы его куда-то ставим, что-то подогреваем. Не нужно, отпустили, все, у нас отключилось. Так, приступаем к нагреву. Ну и не показал, у нас здесь еще есть подсветочка, фонарик. Светит куда-то сюда, но не в рабочую зону явно. Ну, по крайней мере, ночью, наверное, будет полезно. Так, давайте сделаем так. Установить я его не могу, но будем с руки греть. Значит, включил я лав, низкую температуру. Ну и поехали. Посмотрим, как и что он будет греть. Буду греть верхушку, стараться. Да, идет горячий воздух. И одновременно буду стараться измерять температуру. Так, 41 градус пока. 50. 60 градусов. Так, куда я меряю? Очень неудобно все это делать, конечно, одновременно. А если мы будем измерять с той стороны, 60 градусов примерно остается. Шестьдесят 4 градуса максимально. 65 скакануло. Вот на этом режиме, я думаю, будет очень хорошо.
обжимать термокембрики, термотрубки. Интересно, видите, 30, на блестяшке вот этой 32 градуса. То есть блестящая поверхность отражает сигнал и неправильно показывает. 91 градус. Сколько же времени нам придется ждать 288 градусов? Я даже себе и представить не могу. 130. Под углом тоже очень плохо измерять. 112. А где я взял 130, не знаю. Ну, показало 130 было. 116, как ни крути. 115, 116 градусов, друзья. А где 130, тогда не знаю. Давайте, знаете что, долго у нас это будет песня. Давайте переключаем на большой. Вот. И сразу посмотрим, сколько мы догреем на большом. Сразу чувствуется, пошел жар. 119, 120. 144. Да что ты? 131. 134, а потом 131. Ну, все эти пирометры, конечно, надо попасть еще в точку, дабы хорошенько измерить. 140, 143 было. 143, ну, никак не поймаю 143. Показала и убежала. Конечно же, железяку эту греть, это мы до пенсии, наверное, будем. 157, да ё-моё, 157 было. 167. Я так понял, что 532 градуса на такой вот тонкой железяке мы с вами никогда не добьемся. Но как бы это тоже результат. Мне в принципе 500 градусов как бы и не надо. Разогревать металл, алюминий до плавления я не собираюсь. Там до 600 градусов. 660 или сколько, уже не помню. Итак, 198 было, но не успела отпустить вовремя. 195. Также остается 192 у нас теперь. Идет, конечно, большое охлаждение сразу. 197 проскочило. Вот даже оно осталось у меня. 205, 209 проскакивало. Короче, ребята, наверное, если долго мучиться, что-нибудь получится. Давайте я поставлю на паузу и потом включусь. Немножко посижу, подогрею. Короче, ребята, сижу, минуты 3 сижу. А смысла у нас никакого. То есть 205 градусов максимально. Вот, а если я беру вот так термометром, 221 градус. Ну, больше я не вижу смысла греть. Абсолютно никакого. Уже кружка вся горячая. Ух ты, даже на кружке у нас, давайте тут сверху посмотрим. 73 градуса на кружке. То есть как-то вот так, уже 162 градуса. Быстро идет охлаждение. Ну, конечно, это такая не особо маленькая железяка. Вот, поэтому все это дело мы опустим и пропустим. Возможно, было указано, что поток горячего воздуха идет с такой температурой. Ну, это еще поверить можно, но сами понимаете, такую железяку, блин, с таким болтом в качестве радиатора я никогда в жизни не нагрею до 500, там, 32 градусов. Так, значит, на почве всех этих плюсов данного электрического аккумуляторного фена я нашел и минус. То есть нет у нас здесь режима продувки. Когда я его включал первый раз, вот и даже теперь идет у нас изнутри дым. На камеру это должно быть хорошо видно, видите? Все это горит, и все это, скорее всего, пластик у нас. Нет, пока не жидкий, но я думаю, что пластик со временем начнет плавиться. Сколько у нас на пластике здесь температура? 65 градусов. Температура аккумулятора 45 градусов. Ну, здесь я рукой держался, тоже 45. И здесь у нас 50. Вот. Нет режима продувки. То есть у меня есть хороший строительный фен от Bosch.
до 660 градусов с регулировкой, и обдува воздуха есть регулировка, и соответственно по температуре. Вот, так там первое положение, это у нас режим продувки до 50 градусов. Надо обязательно было придумать режим продувки. Видите, что делается? То есть там нехило все как бы разогрето. Во. Видали, что делается? То есть он просто-напросто там горит страшным образом, походу это слюда. Поэтому моя рекомендация вот такими кратковременными пусками немножко его подохладить, чтобы пустить холодный воздух. Вот, ну, на сегодня, я думаю, хорош с обзором данного фена. Как бы то ни было, данный товар мне понравился, я его могу смело рекомендовать. Ну, сами понимаете, что прогреть какую-то железяку им не получится. Не получится. Вот это не сетевой инструмент. Сетевым получается, а им не получится. О, дракон. Просто дракон. Да, зря они, конечно, сюда не придумали. Третье положение, допустим, сюда на переключатель, которое обозначало бы просто, допустим, холодный воздух. И все, без спирали. Поработали, включили третье положение продувочки, включили все это дело, поставили там на 2 минутки, все остыло и спокойно убрали куда-то там в ящик, в сумку, в чемодан, на полку. Все, на сегодня это все. Кому понравилось, ставим пальцы кверху, подписываемся на канал. Ссылочка на данный аппаратик будет в описании к видео. Желаю, чтобы все.